Всем привет, всем здрасте, дорогие друзья, с вами Кисель, и в этом видео мы будем с вами разговаривать касательно того, что же у нас произошло с той штукой, которая летела нам навстречу в определенную систему, потому что, ночью был стрим, возможно, вы этого дела не видели, поэтому немножечко поговорим касательно произошедшего. А обо всем подробнее далее, с вас, как всегда, лайк, подписочка, колокольчик, а с меня контент. Поехали! Секундочку, если хотите поддержать меня, контент, который выходит на данном канале, в описании под видео ссылочка на Бусти. Если вам это неудобно, то ссылочка на обычные, привычные для вас донаты в описании под видео. Но это, мои дорогие, по желанию, а мы возвращаемся к теме видео. Давайте немножечко о том, что мы знали и чего мы ждали. Это два скрина. Слева 31 число, справа 1 число. За сутки она приблизилась на определенное расстояние. Далее люди, определенные командиры, в том числе Кондор 77, высчитывали через пиксели скорость данного объекта. Скорость была примерно 0,620 там, с копейками тысячных световых лет. Немножечко ошиблись. Летела она побыстрее. Ожидали мы ее прибытия в эту систему примерно в 23:42, в 23:24 по московскому времени. Немножечко ошиблись. Она прилетела примерно в 21:20. Ну как прилетела? Она прилетела в систему. Вот вам момент со стрима, то, что там было. От звезды вообще немного. Там 100 световых секунд, может чуть меньше. А 30 световых секунд у меня до звезды. Вообще копейки. Да нет, Дэн, нет, вряд ли. Ой! Радар отдалить? Отдалил. В горизонтах ее нет. Она начинает далеко скакать в сторону и исчезать. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой-ой. Так, стой на месте, поняла меня? Она облетает. Она облетает систему. Она систему облетает, блядь. Она пролетает систему. Она пролетает систему. А куда она дальше летит, блядь? Где она? Давай, 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 давай! Куда ты летишь, скотина? ФСС ничего не скажет. Мы идем в погоню. Мы не догоним ее. Мы, блядь, не догоним. Она улетать будет. Она улетает, не догоню. Не догоню, не догоню. Я гоню на всю. На всю гоню, пацаны, на всю. Максимально странно. Максимально. Сейчас поясню, что произошло. Мы ожидали ее прилета из этой системы в эту. И ожидалось то, что она либо что-то сделает в этой системе, либо полетит дальше прямо. Но на деле она полетела туда. Она сделала поворот налево и вниз. И сейчас вы это можете заметить. Я беру вот эту вот, получается, систему в лог. Сам нахожусь, естественно, в той системе. И вот что мы видим. Она летит дальше. Она летит, блин, дальше. А вот касательно скорости не знаю. Стала лететь быстрее или нет, не подскажу. Но если скорость такова, то в систему HIP 22460 она прилетит примерно через 100 дней. Если она будет лететь таким образом в систему Sol, то примерно через 120 дней. Но это еще не все. С этим объектом есть довольно много странностей. Давайте-ка для начала я поставлю вам один фрагмент. Спасибо большое Денису, который был в тот момент у конструкции стражей. Давайте-ка послушаем. И насколько вы помните, если ее, так сказать, послушать через FSS, вот что будет.
После всего того, что было на стриме, появились даже теории, то, что это торговецкая матка, так сказать, усиленная технологиями стражей. Потому что что? Потому что какого фига там есть синее свечение? И вот то зеленое свечение не столь зеленое, а больше даже напоминает что-то некое желтое, как желтая молния на Protoss Wave, как желтая молния на наземных базах торгоидов, когда мы запихиваем туда реликвию стражей. Очень странная ситуация, мои дорогие. Максимально странная. Еще что странно, если в пузыре, в системе HIP 22460 настроиться на место ее положения с помощью FSS, будет слышны эти звуки. С такого большого расстояния. А видно ее, если верить той картинке, которую скидывали мне люди, с 640 световых лет. Вот так вот. Но все же звук может быть не одинаков, конечно, но, друзья, он похож. Я немножко его усилил на 30 дБ, чтобы вам было, наверное, лучше слышно. Не знаю, вам будет слышно лучше или хуже. В общем, надеюсь, разберете. То, что мотивчики, так сказать, там, можно сказать, одинаковые. Пробел, грубо говоря, с фоновым шумом, потом, собственно, сам звук идет, небольшой, как урчание, потом снова пробел, потом снова этот звук, ну и так далее. И при всем при этом разработчики молчат, их социальные сети молчат, YouTube-канал молчит, они эту тему никак не поднимают, как будто они хотят это сделать втихую. Но втихую не получилось, потому что, ну как бы мы уже об этом знаем. И что еще веселое, у нас как бы нету новостей в Галнете касательно этого дела. Культ дальнего бога молчит, все молчат, но зато у нас есть цель сообщества с майнингом. Конечно же, не забывайте то, что в горизонтах этой штуки нет. Пока что нет. Когда будет объединение, ну, в кавычках объединение, когда горизонты станут версии не 3.8, а версии 4.0, тогда она будет и в горизонтах, но не в горизонтах 3.8. И не за горами 14 обновление. Будет это связано ли с 14 обновлением, не знаю. Поживем, увидим. Пишите, что думаете касательно всего происходящего, дорогие мои. В комментарии будет интересно почитать, пообсуждаем данное дело. А у меня на этом все. Всем спасибо, друзья, за ваши просмотры. Лайкосики, подписочки, все это прекрасно. В описании под видео будет ссылочка на плейлист по элиточке, где уже свыше 800 видео по данной игре. Со временем, конечно же, видосов по данной игрушечке будет больше, потому что фронтиры, как видите, не стоят на месте и всяческие нововведения вводят. И не за горами, скорее всего, наземные торгоиды, потому что что? А потому что у торгоидов нету десантных кораблей, у них есть разведчики и перехватчики. Вдруг это гигантский десантный корабль торгоидов? Не знаю. Также будут ссылочки на плейлисты по данной игрушечке в размере 20-25 штук. Там и обзоры кораблей, топы кораблей, материалы, данные, торгоиды, стражи и так далее, и так далее, и так далее. И новый плейлист лор и сюжет в Elite Dangerous, которым я сейчас плотненько займусь и добавлю туда довольно много видео. Также будут ссылочки на социальные сети, такие как Trovo, где проходят стримы, группа в ВК, Discord сервер и Telegram-канал. И если хотите поддержать меня, контент, который выходит на канале, в описании под видео ссылочка на Boosty, либо на обычные привычные для вас донатики. Но это, мои дорогие, по желанию. А на этом давайте прощаться. С вами был Кисель. Всем до встречи и пока-пока. Увидимся с вами завтра и сегодня еще на видосах, потому что их будет сегодня по витке, я думаю, целых 3. В общем, до встречи.